что сейчас происходит вообще в Америке, это нечто такой вариант цветной революции. Разумеется, без там поджога шин и майданов, а на уровне вот таком демократическом электоральном уровне. Поясню, это ведь что такое оранжевая или цветная революция? Это, значит, восстание народа против истеблишмента. Вот мы это видим на фоне того, что происходит, как кандидат, прежде всего от республиканской партии, который является представителем именно антиэстеблишмента, и в некоторой степени даже демократической, хотя там в конце концов, конечно, Хиллари победит, несмотря на вот эти успехи Сандерса, думаю, что все-таки Хиллари в конечном счете, если только действительно не остановит ФБР, я не думаю, что ФБР, даже имея на руках компромат, захочет этот вопрос поднимать, так как это действительно уже выйдет, может быть, уже за рамки даже цветной революции, а нечто более. Я даже придумал цвет, хочу запатентовать. Это революция звездно-полосатая. Вот такая цветная революция, звездно-полосатая, понятно почему. Сначала у меня первая была реакция, я посмотрел, что является символом главным Америки. Ну там Double Eagle, говорится, дерево Oak, но дерево Oak уже захватили молдаване. Оказывается, дубовая революция, это была в Молдавии, вот, а еще розы, это в Грузии, поэтому я думаю, что такой вот звездно-полосатая революция, это хороший такой вот термин, американский нынешний флаг, вот это вот такая цветная революция. Значит, что, и это не шутка, это не юмор, я думаю, действительно так, просто видно. Мы видим, что если эта революция сначала просто нарастала, вот в предварительных праймерис и кокусах, то сегодня вот эта убедительная победа Трампа говорит о том, что вот народ восстал против партии. Помните, в Советском Союзе народы партии были едины. Вот в Америке оказалось, что это не так, и народ выбрал Трампа. И я думаю, с большой вероятностью, что это и произойдет, так как все-таки, мне кажется, разум победит. Есть, конечно, там то, что мы говорим, такие ястребы, особенно из неоконов, которые считают лучше Хиллари, чем Трамп. И они пойдут вот на объединение всех голосов, хотя это не означает, если, скажем, Рубио скажет, вот давайте все голоса отдадим Крузу, это не означает, что все эти голоса пойдут к Крузу. Все-таки народ, это не стадо баранов. Вот, они за Крузов, так же, как, например, хороший пример, это Кристи. Губернатор Нью-Джерси Кристи, они с Трампом очень так довольно сильно друг друга там ругали и даже оскорбляли. Теперь Кристи поддержал Трампа. Так что народ, в общем-то, это, повторяю, это не быдло и не стадо баранов, они будут голосовать соответственно своим убеждениям. 90% того, что Трамп будет номинантом от республиканской партии. И это видно вот из чего. Когда вот часто собираются в панике вот эти вот люди, которые хотели что угодно, только не Трамп остановить, а эти люди с деньгами, и им говорят, ну тогда давайте деньги, потому что уже мы опаздываем, деньги для того, чтобы начать вот мощную кампанию против Трампа. Они говорят, нет. Ну там один-два, может быть, и соглашаются, но большинство говорят, нет, это практически безнадежное дело, и мы свои деньги на это давать не будем. Поэтому я даю 90% тому, что Трамп будет номинирован, а дальше уже Трамп-Хиллари, у меня для Трампа, я не являюсь его советником, может быть, я ему симпатизирую, но он должен, именно вот его политика по отношению к России для американцев может быть выглядеть, если он правильно разыграет, что он несет лозунг мира, что он с Россией договорится, и он с Россией сможет противостоять этим угрозам внешним. Разумеется, для американцев самое главное – это экономика, мы знаем, иммиграция, медицинское страхование и так далее. Но все-таки внешняя политика играет некую определенную роль, не решающую, но играет. И если Трамп пойдет как кандидат от мира, который с Россией будет решать общие проблемы безопасности, а Хиллари можно представить как это партия войны. Ну вот то, что у Трампа среди его внешнеполитических советников есть такой человек, как Майкл Флинн, это бывший глава внешней разведки американской, то, что в России называется ГРУ. Он, собственно, его советник по внешнеполитическим вопросам. Еще один советник, который особо так сейчас это не выпячивает, но это конгрессмен Дана Рорбахер. Дана Рорбахер, он действующий конгрессмен, председатель подкомитета по Европе и комитета по международным делам. Вот. Он, кстати, у Рейгана был спичрайтером, а за ним идут тоже бывшие столпы республиканской партии еще от времен Рейгана. И вот, имея таких советников, я думаю, что они ему подскажут именно в вопросах внешней политики.